Девы, приветствую вас на моем канале. Это видео про Уран в Близнецах. 7 июля 2025 года Уран, планета перемен, революций, обновления, свободы, резких поворотов судьбы, впервые за многие годы входит в знак Близнецов. Последний раз Уран в Близнецах был 84 года назад. Можно сказать, что он впервые в вашей жизни заходит сейчас в ваш 10-й дом гороскопа. Это начало нового большого цикла, который продлится до 2032 года. Уран пробудет в Близнецах с июля по начало ноября в этом году, затем временно вернется в Телец и уже весной в апреле 2026 года окончательно перейдет в знак Близнецы на ближайшие 7-8 лет. Для вас, девы, начинается новый этап в самой важной зоне гороскопа, в 10-й. Это дом статуса, профессиональной реализации, общественного положения, целей, достижений, карьеры, репутации и вашей личной вершины. Именно здесь Уран начнет вносить свои перемены. Уран — это планета, которая буквально вытаскивает из привычного. Он работает как пробуждение. Может принести внезапные события, повороты, внутреннее озарение, выходы из подчинения, неожиданные карьерные повороты, крахи старой стратегии или наоборот резкое повышение. Он разрушает старое, и если оно больше не работает, запускает новое, даже если вы не были к этому готовы. По Урану перемены происходят не по нашему плану. Если вы долго терпели, откладывали, шли по накатанной, этот транзит может поставить вас перед выбором. Либо вы меняетесь, либо обстоятельства сделают это за вас. Уран — это нестабильная планета. Он работает быстро и без предупреждений. Особенно сильно он влияет на те сферы, где человек давно застрял, и именно там начинает встряску. В конце видео я подробно расскажу, кто уже в этом году почувствует влияние Урана. И у меня появилась идея. Если вы хотите понять, как может проявиться Уран в вашей жизни в ближайшие 7 лет, давайте сделаем это видео полезным не только для вас, но и для других. Вспомните, что происходило с вами последние 7 лет, пока Уран шел по вашему 9-му дому. В сфере поездок, эмиграции, переездов, учебы, иностранцев, оформления документов, смены взглядов и мировоззрения. Может, вы куда-то переехали, начали или закончили учебу, сменили профессию, получили документы, уехали за границу, начали преподавать, занялись изучением языков или преподаванием, или просто стали по-другому смотреть на жизнь. Напишите об этом в комментариях, это будет полезно для весов, потому что именно у них Уран сейчас перейдет в 9-й дом, а вы можете посмотреть гороскоп для львов, посмотреть комментарии, они там написали, как у них проигрывался Уран в последние 7 лет, когда шел по 10-му дому гороскопа. Надеюсь, это будет полезно для вас. И обязательно пишите, кто вы, асцендент, у вас асцендент, Деве, Солнце или Луна. После того, как будете проводить примеры, обязательно указывайте, по какому знаку они у вас проигрывались. Итак, что может принести вам Уран в ближайшие 7 лет в 10-м доме гороскопа? Может быть резкая смена профессии. Не просто работы, вы можете вообще кардинально поменять профессию, свою сферу деятельности. Можете понять, что больше не хотите делать то, чем вы занимались последние годы. Это может быть какая-то вспышка, что вы больше не хотите быть бухгалтером, не хотите быть врачом или надоело быть юристом. Можете уйти в онлайн-сферу неожиданно, приобрести новую профессию, изучиться, начать работать вообще на кардинально новом направлении. Может, у вас начнется поиск себя, будут эксперименты, шаги в другую какую-то сферу. Может, вы будете еще работать на этой работе, к примеру, а обучаться уже новой какой-то профессии, может быть, онлайн, потому что Уран в Близнецах. И чаще всего это будет какая-то сфера в сторону свободы, самостоятельности, какой-то интеллектуальной работы, коммуникации с людьми, чего-то связанного с общением. Если вы работали в найме, можете уйти и начать зарабатывать сами, работать сами на себя, открыть свой бизнес, свое дело. Уран — это планета свободы, он может вытолкнуть вас из подчинения. Вы можете неожиданно написать заявление об увольнении или потерять работу. Это будет толчок начать свое дело. Может, вы откроете свое ИП, начнете работать онлайн, станете преподавать, консультировать, вести блог, может, заведете YouTube-канал, будете работать с информацией, контентом, соцсетями, с технологиями какими-то. Все, что связано с близнецами. Речь, тексты, логистика, цифры, движение. Все это получит развитие. Если вы работаете на какой-то руководящей должности, то у вас может быть кризис авторитета. Уран может показать вам, что вы больше не можете управлять по-старому, коллектив поменялся, вас начнут не понимать, возникнет желание обновить формат, возможно, вы перестроите команду, смените направление, внедрите какие-то новые технологии или передадите управление кому-то другому. Уран тут может принести неожиданные повороты и изменения, поэтому лучше начинайте меняться сами. У тех, кто, к примеру, был в декрете, на паузе, может, вы не работали последние годы, то сейчас может резко включиться желание снова найти работу, но уже не такую, как раньше.
Может, вы захотите какую-то удаленную заниматься чем-то из дома, какую-то работу найдете, какую-то проектную деятельность, собственный, может, какой-то продукт придумаете, будете его через интернет продавать. Это может быть и марафон, и блог, и консультации, и работа голосом, и письменно. Может, пойдете учиться и за полгода обучитесь какой-то новой профессии, смените квалификацию и найдете работу. Если последние годы не работали, Уран может вам принести ее неожиданно. Также 10-й дом – дом статуса, и Уран может его поменять. Вы можете за эти 7 лет выйти замуж, развестись, жениться, стать матерью, отцом, бабушкой, дедушкой. Это будет новый социальный статус, у вас новая роль. Также можете получить документы, ВНЖ, гражданство, новый паспорт по 10-му дому. Это тоже статус на бумаге. Может быть резкий переезд, оформление какого-то юридического положения. Иногда лишение или отмена статуса. Может быть внезапное увольнение или сами откажетесь от должности. Кстати, может быть смена фамилии, к примеру, тоже. Если разойдетесь, выйдете замуж, там можете сменить фамилию, имя, все что угодно. Все, что касается статуса, может у вас поменяться и поменяться по Урану неожиданно и резко. У вас может появиться тяга к публичности. 10-й дом связан с тем, как вас видит общество, и вы можете выйти в интернет, показать себя, начать вести какой-то подкаст, может, выйдете на публику, будете брать интервью, будете работать в медиапространстве, в эфире. Все это близнецы. И может быть стремительный рост неожиданной популярности через контент, через какие-то высказывания, разоблачения, участие в каких-то, резонансных темах. Вы можете стать узнаваемыми и какими-то спорными. Неожиданно может прийти известность. Какой-то ролик выложили и не ожидали даже, и набрали там за ночь 1 миллион просмотров. 10-й дом — это еще и авторитеты, поэтому может быть неожиданные какие-то новости у вашего отца или разрыв с начальником, с куратором каким-то. А может быть наоборот сближение, если вы давно не общались там со своим отцом, может сейчас по Урану быть какое-то сближение, какие-то у него повороты в жизни неожиданно. Может у вас отец женится и какие-то у него перемены в жизни. Уран в 10-м доме часто ставит вопрос, кто ваш авторитет, кто ваш ориентир. И какие-то фигуры важные в вашей жизни могут вызывать у вас протест или наоборот будут появляться неожиданно, и вы будете с ними уже в каком-то новом качестве общаться, в каком-то новом формате. У вас может появиться наставник, который вас будет вдохновлять, или вы станете для кого-то таким человеком. Кстати, если у вас уже есть публичность, то она может либо резко скакнуть, вырасти, либо рухнуть. Уран дает скачки, резкий рост, а потом падение или наоборот. Все зависит от того, насколько вы живете в соответствии с собой. Если ваш образ устарел, он начнет трещать. Поэтому лучше сами придумывайте, как-то обновляйте свой образ, внедряйте что-то новое по Урану. Если вы живете искренне, то Уран откроет для вас новые возможности. Если все это не наиграно, то, что вы делаете, или вы не обманываете, если все строится на вашем образе, и вы показываете себя таким, какой вы есть, тогда Уран вам может дать неожиданные новые возможности и рост вашей популярности. В 10-м дому не только увольнение может быть внезапный карьерный взлет. Вас могут повысить неожиданно или предложить вам новую должность, пригласить в какой-то, может быть, проект важный, новый. Можете получить награду, премию, какой-то статус на работе. Это все будет неожиданно и не по плану. Если вы в поиске работы, то к вам может прийти работа, которая связана с переездами, короткими какими-то поездками, логистикой, переговорами, презентациями, связью, письмами, голосом, аналитикой, рекламой. Работа, где нужно много общаться, контактировать, обучать, объяснять. Все, что дает движение в социуме, это по Урану в Близнецах. Может вот такая работа к вам прийти. Также могут резко меняться ваши цели в жизни. Вы можете понять, что не хотите больше жить ради карьеры, не хотите строить карьеру, или наоборот, наконец-то решите, что хотите о себе заявить, быть кем-то, а не просто существовать. И это может быть поворотный момент, внутренний бунт, крушение старой мотивации, и на ее месте появится что-то новое, неожиданное. К примеру, вы последние 10 лет сидели в декрете, думали, что уже не будете нигде работать, но по Урану внезапно вам предложат какую-то работу, должность, и потом вы по чуть-чуть Уран вас будет поднимать по карьерной лестнице и давать вам развитие. Так, кто уже в этом году почувствует влияние Урана? Почувствуем мы все, но кто больше всего?
Если вы дева, рожденные с 23 по 26 августа, или у вас Луна, асцендент, личные какие-то планеты находятся с 0 до 3 градусов девы, вы почувствуете перемену от Урана уже этим летом, либо осенью. Это может быть резкий поворот в карьере, изменение жизненной какой-то цели, смена социального статуса, разрыв с прежними ориентирами. Хотя это может быть немножко некомфортно по Урану, резко, неожиданно, но именно через это начнется запускаться ваш новый путь. Кто еще? Рыбы. С 0 до 3 градусов, если у вас есть какие-то планеты или личные точки в этом знаке. И примерно с 19 по 22 февраля, кто родился. Перемены будут идти через партнерство, отношения и вызовы извне. Стрельцы от 0 до 3 градусов, примерно 22-25 ноября, кто родился, тоже почувствует уже в этом году какие-то кризисные развороты. Подробнее я расскажу отдельно про видео для каждого знака. И близнецы, если у вас есть знак близнецов в каких-то важных точках, Луна, асцендент, личные планеты какие-то, Солнце, если у вас в близнецах от 0 до 3 градусов, уже примерно с 21 по 24 мая, если вы родились, то уже в этом году вы почувствуете перемены от Урана. Будет поворотный момент вашей личности, начнется трансформация. Пишите в комментариях, если вы знаете свои градусы, где у вас какие важные точки, или если вы знаете, где знак близнецов у вас в карте. Я вам скажу, когда вам ждать перемены и в какой сфере, какие они будут резкими или плавными, неожиданными. Пишите в комментариях, и я вам отвечу. Транзит Урана для вас, девы, принесет вам кардинальную перестройку в теме карьеры, статуса и целей. Все, что больше не соответствует вам, будет уходить. Уран может принести перемены неожиданно и резко, поэтому важно быть готовыми к тому, что стабильность нарушится. Уран — это всегда не по плану. Чтобы прожить этот период легче, не нужно держаться за старое только потому, что вы привыкли к нему. Отрывайтесь от всего старого, открывайтесь новому опыту, новым форматам, новым ролям, возможностям. Уран любит свободу, движение, гибкость, и именно это поможет вам не потерять почву под ногами, если вы будете подстраиваться под новую реальность. Тогда вы выйдете на новый уровень. Откажитесь от жесткого контроля, дайте себе пространство для экспериментов. Все, что кажется странным, но интересным, это и будет ваш путь. Знаю, что многие уже в июне, в мае начали чувствовать приближение Урана. Пишите в комментариях, если вы уже ощущаете в сфере 10-го дома перемены. Спасибо вам большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, и в гороскопах на каждый месяц я буду подробнее рассказывать, что будет происходить. А уже с ноября по апрель, когда Уран вернется в знак Тельца, я уже там в гороскопах на каждый месяц расскажу вам, в какую сферу он вернется и что он еще может вам там принести, какую тему будет закрывать, где вас будет проверять и что будет происходить. Спасибо вам большое за просмотр и желаю вам, чтобы этот транзит Урана в знаке Близнецов принес вам только счастливые и приятные перемены.